Привет, друзья рыбаки! Сегодня я хочу рассказать рецепт для рыбалки на карпа, сазана, карася и леща. Рецепт будет конкретный, без всякой там воды, конкретно по граммам, конкретные компоненты, которые вы там сможете достать. И это очень-очень уловистый рецепт. Сначала объясню по компонентам, смотрим до конца, узнаем сколько, с чем и как смешивать. Это очень уловистая прикормка. Повторяем и записываем на листочек все. Первое, что будет здесь, макуха. Я так понимаю, что макуху каждый знает, может достать. Она может выглядеть по-разному. Это основной источник аромата и питательных веществ. Макуха содержит жиры, белки, которые очень привлекают карпа. Также помогает создать рыхлую структуру прикормки, способствует постепенному распаду. А нам надо, чтобы прикормка лежала, этот именно рецепт рассчитан на идеальные условия 20-30 минут распада. Пылящая прикормка должна пылить и распадаться 20-30 минут. Все, конечно, зависит от водоема и конкретных условий. Почему? Потому что в холодной воде будет распадаться немножко дольше, в теплой воде будет распадаться немножко быстрее, но это все можно будет мукой регулировать. Плюс течение или нет течения, что тоже будет влиять на распад. Второе. Это кукурузная крупа. Вот такая кукурузная крупа мелкая. Смотрите, карп очень любит кукурузную крупу, еще называется полента. Полента делает прикормку более липкой, помогает удерживать ее в кормушке. При этом она постепенно размывается в воде, создавая привлекательные частицы облака. И карп обожает кукурузные продукты и сладковатый вкус. Третий компонент, мука пшеничная, действует как связующий компонент. Она делает прикормку более однородной, помогает замедлить распад. Это важно для того, чтобы прикормка удерживалась в кормушке и постепенно освобождалась в течение 20-30 минут. Этот рецепт на 20-30 минут. Могу сделать другие рецепты, которые будут лежать дольше или которые будут распадаться более быстро. Следующий компонент у нас панировочные сухари. Зачем нужны панировочные сухари? Это легко растворяется в воде, создают мелкодисперсное облако, которое быстро привлекает рыбу в кормушку. Это очень важно тоже для привлечения карпа. Я говорил, что это будет пылящее. Можно делать без сухарей, будет не пылящее. Будет лежать как пирожок и все. Это будет пылящее. Следующим компонентом, это уже больше для аромата, у нас будет соль. Усиливает вкус и аромат прикормки. Рыба, включая карпа, реагирует на слабосоленую среду, помогает им восстанавливать минеральный баланс. Это вам говорит наука. Так что это не просто придумка. Возьмем там, на левый глаз положим столько, на правый положим столько и что-то поймаем. Нет. Это все основано на экспериментах, на хорошей ловле карпов и крупных трофеев. Последний компонент, который мы будем применять именно в прикормке, прикормка будет сухая и будет лежать, это сахар. Можно заменить медом, но я беру сахар. Почему? Потому что эта прикормка будет сухая смесь, которая будет лежать долго. Приехал на водоем и там размешал. Так что если вы будете на водоеме добавлять, вы можете добавить меда, но не в сухую прикормку сразу. Придает смеси сладкий вкус, который карп особенно любит. Сахар также способствует растворению прикормки в воде, усилию образования облака. А мед, помимо сладости, добавляет естественный аромат. И потом дополнительный, это который уже надо иметь на рыбалке, это или ванилин, или чеснок, или банан, или анис. Для чего? Это чтобы впрыснуть потом уже шар прикормки. Запоминаем, ваниль и фруктовый вкус. Ваниль и фрукты подходят больше для самой теплой воды. И чеснок и анис эффективны в холодной воде. То есть вот эти вот ароматизаторы, которые мы потом будем сбрызгивать, это так. Теперь идем конкретно по рецепту. Сколько чего применяем? Макуха или жмых надо растолочь, и здесь полкилограмма. Мы исходим не из ложечек, не из стаканчиков, а, допустим, все на весы на кухонные. Это все надо размять, измельчать, измельчать, измельчать. Я измельчу, потом продолжу. Домешиваем. Крупа кукурузная. Значит так, полкилограмма, 500 грамм. У нас макухи, крупа кукурузная полента 400 грамм. Вот здесь 400 грамм поленты. Теперь мука пшеничная, обычная, самый простой сорт, без ничего, каких-либо там этих. Здесь 300 грамм муки пшеничной. Панировочные сухари 200 грамм. Высыпаем. Соль обыкновенная
Чайная ложка на вот эту именно пропорцию. Сахар рафинированный, обыкновенный, 1 большая ложка с горкой высыпаем. Все это хорошо перемешиваем до однородной массы и держим хорошо в какой-нибудь пластиковой посуде до рыбалки. Потому сюда я не примешиваю никаких посторонних таких жидкостей, никаких жидких ароматизаторов, ничего, ни меда там. Все это классно вымешиваем, пересыпаем в пластиковую хорошо закрывающуюся банку здоровую и берем на рыбалку. Смотрите, как получилось. Это хит-прикормка для трофейных карпов, лещей, карасей, смотрите, и сазана. Храним в сухом месте и на рыбалке размешиваем уже с водой прямо вот на воде, на водоеме. И добавляем уже ароматизаторы. Храним вот так. Раз. Закрываем. Почти получилась вот такая вот здоровая банка. И еще осталось, чтобы сейчас замешать. Начинаем готовить прикормку. Понятно, надо не прошибиться с водой, чтобы она была увлажненная, но в то же время лучше всего еще дать настояться. Но в то же время, если прошиблись, значит добавляем потихоньку сухую прикормку. И делаем, чтобы она была не очень мокрая, но могла настояться немножечко, быть влажной, но не супер тестом, а такой, знаете, напитаться. Рекомендую дать настояться потом этой прикормки около от 15 до полчаса минут, чтобы она хорошо впитала все компоненты и впитали воду. Замес никакой делать не надо, надо только увлажнить. А потом, когда уже она настоялась, чем больше вы будете сжимать, тем дольше прикормка будет держаться на пружине и дольше будет лежать в воде. И если не сильно сожмете, быстрее будет растворяться. Но сейчас мы маленькие эксперименты этому делу проведем. Но всегда надо смотреть еще на воде, скажем так. Потому что дома есть дома, на воде есть на воде. Плюс почему еще надо хорошо дать настояться? По одной простой причине, что у меня вот, к примеру, надо, чтобы эта макуха растворилась. Бо у меня не была она сильно переделанная в пыль. Какая получается? Смотрите. Видите? Уже будет лепиться. Еще когда настоится немножко, будет лепиться лучше. Повторюсь, это прикормка хит сезона для карпа, леща, карася, сазана. Значит, начинаем ее лепить и испытывать. Так что не жлобьтесь, делитесь этим видео, подписывайтесь на канал, потому что в следующий раз расскажу еще про прекрасные кормушки, которые тоже очень-очень классные. Сейчас смотрим, как слепилось. Скажу честно, я не ждал полчаса. Если бы полчаса прошло, еще бы больше. Все бы у нас получилось лучше. Но смотрите. Видите это? Как выглядит. А запах просто передать не могу. Смотрите, шар не раскалывается при забросе. Он так и должен падать. И теперь будем опускать в воду и смотреть на это все дело. Я уже говорил, что она будет растворяться 20-30 минут. Это расчетное время. Все зависит от водоема. Но если вы заметите, он начинает отваливаться кусочки сверху. Это что я всегда в своих прикормках показываю. Прикормка должна начинать распадаться сверху, а не так, что размокла, развалилась и все, уже пустая. Нет, верхние должны размокать, отваливаться, уходить по течению, остальное должно лежать. Смотрите, вот потому я говорил, что она пылящая, видите, но шар остается. И шар этот будет лежать столько, сколько я сказал. Тут все рассчитано математически. Так что, ребята, повторяем, делимся рецептом, не забываем, делаем. Это доступно всем, пробуем и отписываемся, у кого какой зашел карп.